Всем здравствуйте! Я рада снова всех приветствовать на своем канале YouTube после большого перерыва. Ничего долго не выкладывала, так как была занята курсом цыганского танца для продолжающих, который уже выложен в моей группе ВКонтакте, онлайн-школа цыганского танца Корсу Джитама. И уже даже надеюсь скоро получить первые отзывы от девочек, которые по нему уже занимаются. Курс этот состоит из 4 занятий, в которые входит постановка целого цыганского танца. На каждом занятии мы разбираем отдельную связку, которые потом соединяем и, соответственно, получаем танец целиком. Занятия состоят из общей части и индивидуальной части. Общая часть – это видео в записи с разбором подробным танцевальной связки. И индивидуальная часть – это персональное видео каждому на домашнее задание с корректировками. Вот. Поскольку этот формат включает индивидуальную часть, количество мест все-таки ограниченное, поэтому кто хочет, пока места еще есть, присоединяйтесь. Абонемент на 4 занятия стоит 1200 рублей, и за эти 1200 рублей у вас будет готовая цыганская постановка, которую вы можете использовать по назначению. Кто-то для конкурса, кто-то для себя, кто-то возьмет отдельные связки и ставит их просто в свой личный танец. В общем, смотрите, думайте, приходите, будем заниматься. А сейчас давайте перейдем к цыганской польке, на которую было много запросов. И на самом деле должна, может быть, кого-то разочаровать, что нет специальных движений под цыганскую польку. И любые движения цыганского танца можно танцевать в ритме и в манере польки. Ну, может быть, кого-то разочарую, а кого-то наоборот обрадую, потому что здесь речь идет только о вашем багаже движений в цыганском танце. Чем больше движений вы знаете, тем больше вариаций цыганской польки вы сможете станцевать. То есть тут, в принципе, все как в жизни, где любой экспромт на самом деле объясняется очень большим жизненным опытом. И то же самое в танце. То, что нам кажется экспромтом, на самом деле это просто очень богатый багаж знаний танцора или танцовщицы. И чтобы не быть голословной, я сразу же покажу на основе тех движений, которые мы уже знаем. Мы сейчас танцуем, составим небольшой кусочек, небольшую вариацию цыганской польки. Значит, первое самое движение, которое нам приходит на ум, с чего мы начинаем цыганский танец, в принципе, с проходки. Да? И вот эту же проходку мы используем в польке. Объяснять подробно не буду, так как в описании к видео я дам опять все ссылки на отдельные видео по разбору каждого движения. Помним нашу проходку, да? Захлёст, прочеркивание, оперлись на переднюю ногу, оперлись на заднюю ногу и следующий шаг захлёстом. И вот таким вот шагом мы шли. Руки, я говорила сама, что мы не держим на поясе, мы сразу же их стараемся держать по-цыгански, одну на боку, вторую на голове. Ну вот, и этим же движением мы можем пройти спокойно совершенно кружочек в 2 восьмерки, да, 2 раза по 8 раз посчитали, начать таким образом польку. Единственное, у нас здесь, поскольку музыка будет быстрая, это не надо специально учить, у нас сами собой движения будут получаться подпрыгивающими, потому что они идут под быструю музыку. То есть ничего специально учить не надо, просто старайтесь делать в ритм, и все получится само собой. Был запрос у меня по мужской проходке, который меня очень польстил. На самом деле я не являюсь экспертом в мужском танце. Единственное, что могу подсказать, сама проходка, шаги, возможно, те же самые. И вообще в польке многие движения танцуются и мужчинами, и женщинами.
Просто, естественно, в разной манере, но манеру эту нужно как бы самому по видео посмотреть. Единственное, мужчины, я заметила, используют вариации, да. Если я показывала вот этот первый шаг захлеста, то мужчины могут начинать его с подшага. То есть, значит, а дальше все то же самое, но просто поскольку он будет идти, эта проходка будет идти в другой ритм, да, то будет выглядеть она по-другому. То есть вот с этим вот можно поиграть, да, не начинать не с шага вперед, а с шага назад. Потом мужчины, в отличие от женщин, на полную стопу, по-моему, выступают. И женщины как бы стараются все-таки на полупальцах делать. Вот. И мужчины часто используют смену ног, то есть вот это у нас проходка идет вперед-вперед, а мужчины часто там 3 шагами отходят назад и как бы и опять идут вперед. Но это так, что называется, за что купила, за то и продаю. Это просто то, что я видела. Я в мужском танце цыганском не эксперт. Ну, давайте к нашей, значит, польке перейдем. Саму проходку мы уже сделали, да. Что важно? В польке каждые 2 восьмерки разделены акцентом. То есть если в цыганской классической постановке, да, там акценты, так сказать, непредсказуемые, идет музыкальная фраза, там она может состоять из одного, из двух, из 3 тактов, и акцент неожиданно ставится, да, то в цыганской польке они достаточно размерены, то есть фактически более-менее каждые 2 восьмерки мы должны делить каким-нибудь акцентом. И давайте вот нашу проходку, вторую восьмерку, когда мы дошли до счета 7-8, на 7-8 мы вместо проходки делаем просто 2 шага и прыжок. 7 и 8 и. Вот это. И сейчас попробуем. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и. Руки. Давайте договоримся. Мы будем использовать вариации из разных их позиций. Это руки противовесом, да. Противовес не усложняйте сильно. Это то же самое, что мы делаем при ходьбе. То, что мы унаследовали от животных. То есть идет вперед левая нога, соответственно, вперед правая рука. То же самое мы берем в танце, просто украшаем это поворотом кисти. Дальше берем позицию руки назад, руки вперед. Вперед можно с хлопком или руки за головой. Вот договоримся об этих позициях и их будем использовать. И, значит, проходка у нас будет 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и. Можно хлопнуть, можно просто руки завести вперед и вниз. Дальше, следующее движение, что мы можем вставить, поскольку мы приземлились на обе ноги, ставим вот это вот движение, которое начинается прыжок и, помните, выносим ногу вперед, стукнув пяткой по полу. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и. По музыке там потом посмотрим, сколько счетов. 8 раз или 4, потому что если предыдущую проходку мы делали по кругу, да, то есть мы создавали какой-то рисунок, если мы будем делать в точке очень долго одно и то же движение, это будет скучновато, поэтому, возможно, вот эту вот восьмерочку мы поделим. А как мы ее поделим? А давайте вставим вот это. Помните, мы делали прыжок с поднятием колена и хлопком по колену. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и. Но это тоже я сделала 8 раз, просто чтобы вспомнить. А в танце мы, скорее всего, тоже его укоротим. Оно у нас получится либо 4, либо даже 2 раза. И опять мы пришли к акценту. Опять нам нужно сделать какой-то акцент. Этот акцент у нас будет базироваться на тропаке.
Все движение сейчас не буду показывать, покажу только вот этот вот переход, который делается на базе тропака. Шаг, притоп впереди, шаг, притоп впереди, шаг назад, пауза и топнули ногой впереди. То есть шаг, притоп, шаг, пауза, топнули. Некоторые вместо паузы делают 2 притопа. То есть шаг, шаг и 2 притопа одной ногой. Попробуем как бы совместить. 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и 4, и. Вот это вот сделали. Так, что мы дальше можем ставить? Вспоминаем наше движение твист по сторонам. Тоже показываю очень быстренько. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и. И на этом движении мы можем хлопать руками, а можем просто противовесом, а можем просто за головой их держать. Каждый сам выбирает, как ему больше нравится. Сделали его и закончим это движение твистом в одну сторону. Помните, у нас была проходка? 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и. Но тоже она у нас, естественно, не 8 раз будет, а скорее всего 4. И опять нам нужно вставить переход. И давайте вставим переход. Тоже помните, мы с вами делали с юбкой вот эти твист вперед-назад. А здесь мы сделаем тот же самый твист, только наоборот. Не вперед-назад, а назад-вперед. И у нас получится 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и 4, и. И руками можно так себе помочь вот этим противовесиком таким акцентированным. И следующим движением, что можем ставить? А вот можем ставить такое захватское и несложное движение. Помните, мы делали захлесты голени с хлопком. Вот можем ставить его. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и. Ну, естественно, опять мы его не 8 раз делаем. Мы его сделаем, наверное, 2 разика. После этого мы ставим цыганскую дробь. Помните, вот было 1, и 2, и 3, и 4, и. Шаг, притоп, смена ноги, шаг, притоп, смена ноги, шаг, притоп, смена ноги. Единственное, можно его здесь немножко украсить. Вместо притопа делать удар по щиколотке. Но только не сильно, естественно, слегка. 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и. И опять нам нужно сделать акцент. На этот раз акцент, которым мы заканчиваем наш кусочек. Поэтому мы сделаем его аж с разворотом. Возьмем за базу вот эти вот движения, только уберем промежуточные прыжки, и у нас получится 1, 2, 3, 4. Еще раз. 1, 2, 3, 4. И можем откланяться, а можем продолжать с тем же самым кусочком. Сейчас попробуем под музыку, и мы будем делать так же, как в технике разучивания быстрых движений. Будем танцевать этот кусочек, заканчивать и начинать снова его. Заканчивать и начинать снова его. Так мы себе отработаем автоматизм. Начнем с медленной польки. И потом, кто хочет, может попробовать под быструю.